Всем привет! Давно просили меня сделать торт-танк, и как раз предоставилась возможность у нашего зятя-танкиста день рождения. Сейчас танкистов у нас больше, чем танков. И я думаю, в преддверии мужского праздника как раз такой мужской торт в форме танка кому-нибудь пригодится, возможно. Итак, начинаем оформлять торт. Для своего мужского торта я буду использовать шоколадный бисквит на кефире. И если сравнивать, к примеру, шоколадный шифоновый бисквит и вот данный бисквит на кефире, то я бы сказала, что шоколадный шифоновый бисквит, он больше такой аристократ. А данный бисквит, он такой красивый с бородой, наверное, так можно про него сказать. И я его выбрала не случайно. Он отлично подходит для 3D тортов. Мне сейчас нужно разделить напополам корж. Этот корж размером 25 на 35. Бисквит я выпекала накануне, поэтому он у меня в пленке провел ночь в холодильнике. Как я уже говорила, более податливый становится. И теперь мы сможем его разделить напополам. Вот такой внутри он получается. Брутальный, пористый. То, что нужно для мужских тортов. Одного такого большого коржа мне вполне будет достаточно. Я разделю данные половинки еще пополам. То есть у меня будет 4 таких вот прямоугольных коржа получится. Вот такие 4 коржа у меня получились. Беру 2 коржа и пытаюсь их по максимуму выровнять по бокам. Буквально получается по полсантиметрика отрезаю с каждой стороны. Третий корж получился немного побольше. Я немного ошиблась с размерами, но не суть. Так, сейчас я подрежу и потом скажу точно размер. Получается 15,5 на 24. И четвертый корж мы обрезаем пополам. Получается, что он чуть уже основной части. И вторую половинку опять пополам. Вот так. В таком виде мы пока оставляем их в покое и займемся кремом. Для торта с нестандартной формой мне нужен плотный крем. И для этого я выбрала крем-чиз. Мне нужен сливочный сыр, сахарная пудра и жирные сливки. И сливочный сыр, и сливки мы берем охлажденные. Сливки мы, как всегда, начинаем взбивать с самой маленькой скорости, постепенно ее увеличивая, и так до плотного состояния. Сахарную пудру сразу переносим в сливки и ставим взбиваться. После того, как взбили сливки, убавляем скорость на минимум и добавляем творожный сыр. Все, крем-чиз готов. Можно приступать к сборке торта. К сборке торта все готово. Я буду использовать в качестве наполнителя вишню с привкусом коньяка. Как я ее делала, я сейчас расскажу. Для начала мы размораживаем вишню, полностью с нее стекает сок, и тогда уже заливаем ее коньяком и оставляем под пленкой на 2-3 часа. Затем перекладываем в сотейник, добавляем сахар и провариваем в течение 5-7 минут. Сахар полностью растворится, алкоголь полностью испарится. Останется лишь коньячный привкус. Смесь пропускаем через сито, сироп мы будем использовать для пропитки коржей, а вишню в качестве наполнителя. Сок после разморозки вишни я также никуда не деваю, я его провариваю с водой и сахаром. И после того, как он полностью остынет, закрываю в пластиковую или стеклянную баночку и храню в холодильнике в течение месяца. Так очень удобно, всегда сироп вишневый у вас под руками, вы можете пропитать любой торт им. Собирать торт будем как обычно. Корж, пропитка, крем, наполнитель. Все, теперь отправляем всю эту конструкцию в холодильник примерно где-то на 3-4 часа. Лучше всего отправить на ночь, чтобы торт хорошо отстоялся и пропитался. И затем уже мы сможем убрать все лишнее, довести до ума наш танк. Затем у отстоявшегося уже торта мы отрезаем все лишнее. То есть по максимуму пытаемся создать форму танка. Модели у танков разные, поэтому если вы хотите какую-то определенную модель, конечно, нужно ориентироваться на картинку. У меня как бы будет обобщенный вариант, поэтому я буду произвольно все это делать. Как видите, убирать пришлось совсем немного. У меня небольшой будет танк. Сразу после сборки вес торта был 2 килограмма. Сейчас, наверное, чуть-чуть поменьше, так как я срезала. Теперь можно уже выровнять ганашем торт. Если ганаш на холодном торте у вас очень быстро застывает и вы прям не успеваете выровнять, то попробуйте добавить чуть больше сливочного масла.
Выравнивать буду 2 этапа. Первый этап завершен, и вот в таком виде отправляем в холодильник минут на 15. Второй этап выравнивания — это как обычно. Мы доводим уже застывший ганаш до ровного такого вот состояния, чтобы поверхность у нас была ровненькая. Так как у нас торт будет мастичный, и все вот эти вот бугры, они сразу будут проступать. Ну, вроде все. Еще пальцами пройдусь по вот этим выступающим местам, где остался ганаш, чтобы более ровные углы у нас получились. И все, можно отправлять в холодильник и уже раскатывать мастику. Раскатываем мастику. Пласт должен быть достаточно большим, так как у нас торт высокий. И чтобы на сгибах она у нас не рвалась. Сильно тонко тоже раскатывать не стоит. По тем же причинам, под своей тяжестью мастика тоже может порваться. И начиная сверху вниз, мы разглаживаем все. Работаем быстро, так как на холодном торте мастика очень быстро застывает и становится очень твердой. Все с небольшим запасом, убираем все лишнее. Аккуратно убираем излишки. Главное, чтобы не было дыр, а то некрасиво смотрится потом. Затем с помощью всевозможных инструментов, шпажки, линейки, мы продавливаем линии, чтобы он у нас выглядел более-менее правдоподобно. Пусть это будет не определенная модель, а чисто обобщенный вариант танка, но выглядеть он должен круто в любом случае. Я обычно танк делаю одинаковый, то есть все танки я делала вот по тому же принципу. Единственное, что отличалась длина и высота танка каждого, так как и начинки разные бывают, и вес торта тоже не всегда должен быть у всех одинаковый. Вот этот торт, видите, небольшой. После выравнивания ганашем он у меня получился 2,150 весом. Я считаю, для 3D торта это абсолютно небольшой вес. Далее из той же самой мастики, то есть если вы не будете окрашивать аэрографом, ну, предположим, у вас нет этого инструмента, то сразу окрашивайте мастику в основной цвет. Это обычно это зеленый плюс коричневый. Получается более естественный зеленый защитный цвет. Так, вырезали все возможные накладки, из которых я потом смогу отдельные детали для танка сделать. Пока мастика у нас раскатан, то есть в принципе пласт не такой толстый. Вырежем также импровизированные ролики, которые у нас гусеницу толкают. Так, сколько мне нужно? Мне нужно 5 больших и 4 маленьких. Ой, нет, 10 больших и 4 маленьких. Чуть потолще раскатала мастику и через пленку вырежу люк, чтобы у него края были закругленные. Вот такие вот. Все остальное будем лепить прямо уже непосредственно на наш объект. И забыла про самое главное, нам нужно также заранее сделать дуло. Сделали колбаску из мастики, и я тут узнала для себя абсолютно новый факт. Оказывается, чем длиннее дуло у танка, тем считается круче. Ладно, не будем обрезать, будем делать длинный дуло. Вставляем шпажку аккуратно, вращающими движениями. Подправить всегда можно после. Шпажка должна выходить, так как у нас еще на конце будет, ну, балда такая, не знаю, как она называется. Так, оставим в покое дуло и займемся приклеиванием остальных деталей для танка нашего. И теперь с помощью пищевого клея мы начинаем все это дело приклеивать. Я абсолютно ничего не измеряла, я все вырезала, все детали вырезала произвольно, так как в любом случае я могу всегда подрезать. То есть здесь вот загоняться насчет размеров не нужно. Вот таким образом приклеиваем прямоугольные детали и сразу же делаем такие вот углубления. Прикрепляем бачки по бокам. Приклеиваем также ролики. Я начинаю с середины, так как у нас их 5 штук, чтобы равномерно распределить их по всей длине. Начинаю с середины примерно. Большие у нас находятся чуть ниже. Затем прикрепляю по краям. У нас здесь еще будет маленький. Сразу вот сюда чуть выше его прикрепим.
один большой. И здесь как раз посередине у меня поместится еще один. И получается, что мне не нужно было тут линейкой измерять, а я вполне обошлась и без нее. Ровно распределила кружочки. Теперь необходимо нам прикрепить дуло. Для начала мы подготовим вот такую вот, я не знаю, как это называется деталь, но площадка для дула, так ее назовем. Да простят меня танкисты. Так, вот сюда и будет входить дуло. На конце дула у нас располагается, мы выяснили, что это такое, это дульный тормоз называется, загуглили. Будем теперь умными, особенно я. Ну, вот что-то похожее на данную часть от танка. Прикрепляем прямо на шпажку. И вставляем шпажку прямо в торт. Все, остается самое простое, это окрасить его. Окрашивать я буду водорастворимыми красителями K-Colors. Буду использовать цвет зеленый, черный, коричневый. И все, наверное. Если вы будете окрашивать не аэрографом, а кистью, то есть на основной цвет вы кистью также наносите разнообразные цвета камуфляжа. Начинаю с самого светлого оттенка, то есть я зеленый соединила с шоколадным цветом, и у меня получился вот такой вот довольно приятный зеленый цвет. Вот начну с него, затем буду по чуть-чуть добавлять коричневого цвета и оттенять им некоторые части танка. Ну все, получился вот такой вот танк. Мне даже нравится то, что я очень близко подносила пистолет от аэрографа к мастике, и получилось вот такое скопление красителя. И получился такой шероховатый, как будто шероховатая поверхность металла. Вот такой вот эффект получился, мне очень нравится он. И мне еще что нравится, когда вы окрашиваете аэрографом мастику, водка со временем, конечно же, испаряется, но блеск вот этот вот остается глянцевый. Мне тоже это очень нравится. Убираем все лишнее с подложки, все остатки от красителя, и оформим поверхность около танка. В качестве земли я буду использовать обрезки от шоколадного бисквита. Можно использовать также крошку от шоколадного печенья. То есть здесь как вам угодно. Можно даже сахарной пудрой присыпать, и будет как будто танк зимой. Вот такой сюрприз для танкиста на день рождения, либо на 23 февраля может получиться и у вас. Как вы видели, никаких особых премудростей здесь нет, но подарок получился довольно-таки эффектный. Также можно еще по желанию добавить из барбарисок огоньки, как я их делала, я уже показывала в видео про торт с лунтиком. Но это уж по вашему желанию. Можно какие-либо здесь надписи добавить, наклейки, антенну. Это все по вашему желанию. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.